Приветствуем вас на канале Вязание с котом. В сегодняшнем видео у нас будет подробный мастер-класс по вязанию носков, сапожек спицами, поперечным вязанием, но не простых, а смотрите, что мы связали в тигрином стиле. Как вам? 2022 год по китайскому гороскопу является годом тигра. И мы думаем, что ему понравится, если наши ножки будут в тепле и в полосатых носочках. Уходящий 2021 год был годом быка, и Шеффилд провожает этот год в костюме бычка. Такую шапку мы вязали вместе с вами перед прошлыми новогодними праздниками. Модель таких носков вяжется совсем несложно, на двух спицах, быстро, а выглядят носки необычно и интересно. Можно вязать не только оранжево-черные, но и разными цветами. Красиво будут смотреться носки, если их связать из секционной пряжи. Вот как они смотрятся с задней стороны. Начинаем вязать мы с вот этого места. Вяжем поперек платочной вязкой. Сначала мы вывязываем полоски. Затем мы провязываем треугольники укороченными рядами. В нужном месте делаем прибавки. Затем мы провязываем мысок тоже укороченными рядами. А затем вторую сторону мы вяжем в зеркальном отражении. И в конце вязания мы довязываем подошву. Она здесь получилась анатомической формы. Видите, здесь внизу более узкая подошва, а потом она расширяется. И поэтому носочки получились очень удобные, теплые. Что по размерам? У меня размер ноги 37, и эти носочки для меня чуть-чуть большеватые, то есть, скорее всего, они пойдут на размер 38-39. Если в сантиметрах, то высота голенища 25 сантиметров. Здесь легко регулировать, то есть можно в начале вязания набирать либо больше петель, либо меньше. И длина стопы где-то 25 сантиметров получается. Но этот узор очень пружинистый, платочная вязка, он хорошо тянется, то есть можно и до 27 его растянуть. Плотность вязания у меня в 1 сантиметре 2 петли. Вязать носки мы будем с Шеффилдом из пряжи. Это Alize Lana Gold, самая популярная пряжа, но мы вяжем из Alize Lana Gold 800. И вяжем мы в 3 нити. Но эту пряжу можно заменить и Lana Gold Classic. Получится точно такой же метраж. В этой пряже 49% шерсти и 51% акрила. У нас два цвета. Один цвет черный. И второй цвет такой горчично-рыжий. Это номер 645. И эту пряжу я в маленькие моточки не перематываю, а сразу вяжу с одного мотка. Я отмотала некое количество нити. Здесь у меня чуть больше метра. Вот я провяжу эту нить, которую я отмотала. Затем я беру рабочую нить, вставляю в петлю, которая у меня образовалась, и вытягиваю эту нить. Снова метр вытягиваю. И таким образом я вяжу вот в 3 нити. Для начала вязания мы набрали с котом на спицы 50 петель с помощью бросовой нити. В конце вязания мы эту бросовую нить снимем и будем сшивать носки трикотажным швом. И сзади таким образом у нас не будет никаких швов некрасивых. Изделие будет смотреться как бесшовным. Как набрать петли на бросовую нить, у нас есть отдельное видео, можете посмотреть. Я вам оставлю ссылки для перехода. И если вы не хотите набирать на бросовую нить, можно набрать обычным набором, но в конце нужно будет сшить изделие. И тогда начните вязать, чтобы у вас вот здесь проходил центр.
Вот. Начните вязать с оранжевой нитью и закончите оранжевой нитью. Я же начну вязать вот с этого места, вот где показываю вам, с черной нити начну вязать. И в конце я закончу оранжевой, и здесь я сошью. То есть центр носка вот проходит, смотрите внимательно. Эти носки вяжутся все лицевыми петлями, так как это платочная вязка. Первую петлю я провязываю. Дальше мы будем первую петлю снимать. И вот за правую стенку с бросовой нити я провязываю все петли. Провязываю так до конца ряда. Довязываю ряд до конца. Последнюю петлю провязываю тоже лицевой. Я вам сейчас покажу, как провязывать кромочные петли. Разворачиваю вязание. И здесь с обеих краев у нас будет зубчатый край. Я вставляю в петлю спицу от себя таким образом и ее снимаю. Вяжу снова лицевыми петлями. Сейчас я провяжу все эти петли, и здесь я еще раз покажу, как этот зубчатый край провязывать. Довязываем ряд до конца. Последняя петля у меня идет лицевая, вот я ее провязываю. Затем вязание разворачиваем, вставляю спицу в первую от себя по направлению, переснимаю, чуть подтягиваем нить, чтобы не было вот здесь длинных протяжек. И вяжем мы снова лицевой ряд. Я провяжу все петли, здесь я развернусь и вернусь назад. Вот, провязали мы с котом 4 ряда платочной вязки. И теперь мы будем вязать полосочки. Мы вводим нить контрастного цвета. У меня это желтая. Первую петлю я снимаю, а затем вяжу я контрастной нитью все петли. Довязываем все петли. Последняя петля у меня идет лицевая. Разворачиваем вязание. Делаем зубчатый край. Я вставляю спицу от себя. Петлю эту снимаю, чуть-чуть подтягиваем. Мы делали зубчатый край, вяжу назад. Это я вам показала, если на черной ничего не будет видно. Показала на оранжевой. Все, вяжу я теперь назад. И мы по 4 ряда будем вязать такие полоски. Вот, как мы с Шеффилдом вязали на этом носке. Мы связали с вами черную полоску. Теперь я свяжу 4 ряда оранжевую полоску, потом снова черную полоску, снова оранжевую полоску и снова черную полоску. И потом еще оранжевую полоску. То есть мы сейчас вяжем вторую полоску, а нам нужно связать 1, 2, 3, 4, 5, 6 полосок. Вяжем пока самую простую часть, вот эти полосочки. Вот я провязала 6 полосок. Что у меня вышло на данном этапе? Каждая полоска занимает 4 ряда. Дальше, что мы будем делать? Если посмотреть на этом носке, то мы с вами связали полоски, вот, и дошли до этого места. Теперь на следующем этапе мы будем провязывать треугольнички. У нас их будет 4 штуки. То есть мы должны провязать с вами 4 раппорта. Эти треугольники вяжутся укороченными рядами. Сначала мы провязываем 14 петель, потом возвращаемся, потом 12 петель, возвращаемся, 10, возвращаемся, 8, 6 и 4. Если рассмотреть, здесь получается 6 барашков. Барашек я называю 2 ряда платочной вязки. То есть либо ребро, либо такой рубчик. После того, как мы свяжем с вами этот треугольник, мы снова провязываем 4 ряда основной нитью платочной вязкой. Но между вот этими барашками мы будем делать здесь 5 раз прибавки. То есть мы здесь прибавим 5 петель.
Затем мы снова вяжем такой же самый треугольник, как и первый. И затем мы делаем снова 5 прибавок. То есть эти раппорты у нас абсолютно одинаковые, и мы их должны провязать 4 раза. Вот сейчас мы будем это провязывать. Вяжем треугольник черным цветом. Первую кромочную снимаю. Провязываю 14 петель. Вот черным цветом. 1, то есть кромочную я не считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитывая 14 петель. 12, 13, 14. Вот я провязала 14 петель. Затем я разворачиваю вязание. Мы будем провязывать эту часть укороченными рядами. Петли разворота я буду делать немецким способом. Завожу правую спицу в петлю, переснимаю ее на правую спицу. Затем я нить завожу назад, тяну за ниточку. У нас должно на спице образоваться 2 дужки таких. Здесь я пальцем придерживаю. И вяжу я теперь на начало нашего вязания, провязываю все эти петли лицевыми. Последняя петля у меня лицевая, разворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю. И теперь я провязываю 12 петель. Первую кромочную я не считаю. Вот 1, 2, 3. Я должна провязать до того момента, когда у меня до крестика не будет 1 петля. И на этом моменте я развернусь. Здесь можно считать, можно не считать, как хотите. Вот, я провязываю все петли, у меня остается крестик. Вот, это петля разворота, я их называю крестиками, потому что эти петли похожи на крестики. И 1 петля у меня остается на спице, значит, я на этом моменте разворачиваюсь. Развернулась, делаю петлю разворота, вставляю спицу в эту петлю, нить завожу назад, тяну за нее. У меня образовались 2 дужки, вот, и вяжу я снова на начало ряда. Наш треугольник будет состоять из 12 рядов, то есть из 6 барашков. Вот 2 мы уже провязали. Сейчас мы с вами провяжем 3-й барашек. Здесь я уже провязываю 10 петель. Либо можно не считать, мы довяжем до 1 петли до крестика. Вот крестик, 1 петля, значит мы разворачиваемся. Делаю петлю разворота, вяжу назад. Развернулись. И на том моменте, когда у нас 3 барашка, я здесь делаю перекрещивание нити, чтобы здесь не было длинных протяжек, чтобы потом не цеплялось ничего. Я беру с задней стороны эти нити, просто перекрещиваю таким образом. И снова вяжу с черной нити. Но мы здесь эту оранжевую подхватили, чтобы у нас эта протяжка сильно длинная не была. Провязываю 8 петель. Вот крестик, 1 петля остается. Разворачиваемся. Делаем петлю разворота. Вяжу назад. Развернула вязание. Сейчас мы свяжем 6 петель, развернемся, а затем 4 петли, и все, на этом мы закончим. Вот 6 провязала, развернулась, сделала петлю разворота, довязала на начало ряда, развернулись. Вот мы провязали 1, 2, 3, 4, 5. И вот сейчас мы провяжем 6-й маленький барашек. 1, 2,
3. Вот, 4 петли провязали, развернулись. Сделала петлю разворота и вяжу назад. Вот, мы с вами связали такой треугольничек. А теперь я беру нить оранжевую, основную. Здесь я проверяю натяжение нити, чтобы не стягивала и длинной протяжки не было. Первую кромочную снимаю. Сейчас провяжем 2 ряда просто платочной вязкой основным цветом. Я вяжу этот ряд, и у меня здесь попадаются крестики прошлого ряда. Это наши петли разворота. Я этот крестик подхватываю и провязываю за переднюю стенку этот крестик лицевой петлей. Здесь у меня идет 1 петля лицевая, и затем снова крестик. Вхожу в спицы, весь этот крестик, видите, вот так вот, и его провязываю лицевой петлей. У нас этих крестиков было 6 штук. Мы эти все крестики должны провязать с вами. Крестики провязали, и теперь я вяжу этот ряд до самого конца. Здесь я развернусь и вернусь назад. Так вот, провязала я туда-назад. Сейчас я буду провязывать 3-й ряд основным цветом. В этом ряду я должна здесь сделать 5 раз прибавки. Эти прибавки мы будем делать через 1 петлю, 5 штучек. Вот смотрите, как я это делаю. Первую петлю я снимаю, как обычно. Затем мы 1 петлю провязываем просто лицевой петлей. И из следующей петли я вывязываю 2 петли. Сначала за правую стенку провязываю просто обычную петлю. Затем я левую стенку снова набрасываю на левую спицу. И за эту стенку я провязываю еще 1 петлю. Мы из 1 петли вывязали 2 петли, и таким образом мы прибавили 1 петлю. Затем я провязываю 1 петлю просто без прибавок, просто лицевой петлей. А затем я снова делаю прибавку. Провязываю петлю, меняю стенкой, снова вешаю на левую спицу, завожу спицу за эту протяжку, за эту стенку и провязываю еще 1 петлю. 1 петлю мы провязываем лицевой, а из этой петли мы делаем 2 петли. Провязываю 1 раз и за эту стенку теперь я провязываю петлю. Это мы сделали 3 раза прибавку. 1 петлю просто провязываю, делаю 4-ю прибавку и еще раз. 1 лицевую провязала и из 1 провязала 2. Вот мы таким образом сделали 1, 2, 3, 4, 5 раз прибавки. Все, теперь я вяжу до конца ряда без прибавок, просто лицевыми петлями. Провяжу до конца, и затем я ряд изнаночный провяжу, чтобы вернуться на начало вязания. Вернулась я на начало вязания. Мы связали с вами первый такой треугольничек. И таких треугольников нам нужно делать 4 раза. Провязываем их уже самостоятельно. То есть такой же самый треугольник мы вяжем. Затем мы вяжем 2 ряда основным цветом. И затем мы делаем здесь в начале 5 раз прибавки. И провязываем 4 раза. Таким образом, за счет прибавок у нас прибавится 20 петель. То есть если изначально у нас было 50 петель мы набирали, то когда мы провяжем все эти 4 треугольника, у нас на спицах должно быть 70 петель. 20 петель мы здесь прибавим. Вот я провязала 4 треугольника, сделала последние прибавки вот в этом месте. Затем я провязала 2 ряда черной нитью до конца, назад вернулась.
И затем 4 ряда оранжевой нитью, основным цветом. Провязала без прибавок, без ничего, просто ровненько провязала 4 ряда. Вот что у меня получилось на данном этапе. Что мы делаем дальше? Мы будем провязывать сейчас с вами центральный такой треугольничек на мыске носка. Вот так он смотрится. Беру нити черного цвета и провязываем 14 петель, как мы это вязали треугольники. Не считая кромочный, вот считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываю 14. Провязала 14 петель, разворачиваю вязание. Делаю петлю разворота. Тяну нить назад. И вяжу я теперь эти все петли, провязываю. Возвращаюсь на начало вязания. На начало ряда. Последнюю петлю провязываю лицевой. Разворачиваемся. Следующий ряд я буду провязывать не 14 петель, а уже 12. Тоже черным цветом. Провязываем 12 петель. Я должна довязать до того момента, когда у меня на спице будет крестик и плюс 1 петля. Вот крестик, 1 петля у меня остается, значит тут мы разворачиваемся. Делаю петлю разворота, вяжу назад. Разворачиваемся. А следующий ряд я буду провязывать нитью основного цвета оранжевый. Провязываю уже 10 петель, на 2 меньше. Девять, 10. Тоже не доходя до крестика, 1 петля у меня остается на спице. Разворачиваемся. Переснимаю, делаю петлю разворота, вяжу назад. Разворачиваемся. Первую петлю снимаю. Вяжу 8 петель. Снова у меня здесь остается 1 петля, значит я разворачиваюсь. Делаю петлю разворота, вяжу назад. Довязываем все петли и разворачиваемся. Теперь я меняю цвет снова на черную нить. Вяжу 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся. Делаю петлю разворота, вяжу назад. Разворачиваемся, и сейчас мы провяжем самый наш коротенький рядочек, состоящий из 4 петель. Кромочная, 1, 2, 3, 4 петля. Провязали и разворачиваем вязание. Сейчас я провяжу их до конца, эти петельки. Разворачиваемся. Вот мы провязали такой элемент. И сейчас мы находимся в самом центре нашего носка. Мы сейчас пойдем уже в обратную сторону. Здесь я советую перекрестить нитью, чтобы не было протяжки. Прикрещиваем. И сейчас я пойду уже на увеличение вязать. Вот, смотрите, я провязываю 1, 2, 3. 4 петля, у меня был крестик, вот я его провязываю. И провязываю 5 петлю. На 5 петле я разворачиваюсь. Теперь мы будем вязать уже на увеличение. 5 петель, 7, 9, 11, 13. Сейчас я вяжу все петли назад.
Разворачиваемся. Провязываю 7 петель. Это значит, что мы должны провязать все крестики, которые у нас есть. Вот я провязываю первый крестик. Провязываю второй крестик, у нас 2 подряд идут. И плюс 1 петлю. Мы должны сделать разворот на петле свободной, то есть не на крестике, а там та петля, которая у нас есть, просто лицевая. Делаю петлю разворота, вяжу на начало ряда. Разворачиваемся. Теперь я беру нить оранжевого цвета. Вот, мы связали уже с черным цветом. Вот у нас здесь получается 4 барашка. Теперь я вяжу нитью основного цвета. Здесь можно ничего не считать даже. Мы провязываем крестики и делаем разворот на лицевой петле, которая у нас идет после крестиков. Вот, у меня идет в данном случае 2 крестика подряд, и потом я провязываю 1 петлю, и на ней я разворачиваюсь. Развернулась, сделала петлю разворота, вяжу назад. Провязала кромочную, развернулась. Итак, мы провязываем этот мысок. Сейчас мы довяжем уже оранжевой нитью. Провязываю 2 крестика плюс 1 петля. Разворачиваюсь. Делаю петлю разворота, вяжу назад все петли лицевыми. Разворачиваюсь. Ввожу в работу черную нить. Сейчас мы провяжем 4 ряда еще черной нитью, укороченными рядами, и закончим вязание мыска. Провязываю 2 крестика, 1, 2 и плюс 1 петля. Разворачиваемся. Вяжу изнаночный ряд. Делаем разворот, и сейчас мы еще провяжем 2 ряда черной нитью. Провязываю 2 крестика и плюс 1 петля. Разворачиваемся. Все, довязываем этот ряд уже и посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас получился такой мысок красивый. Он чуть-чуть даже с закруглением идет, как анатомически правильная получается форма. Теперь я 4 ряда провяжу оранжевой нитью без изменения, без прибавок, без ничего. Просто 4 ряда вяжу оранжевой нитью, и затем 2 ряда черной провязываю. Вяжем эти 6 рядов самостоятельно. Провязала 4 ряда оранжевой нитью и 2 ряда черной нитью. Теперь мы будем делать, вот если в зеркальном отражении, то мы находимся вот в этом месте. Вот. Теперь мы будем провязывать 4 ряда оранжевой нитью, но здесь мы будем делать убавки 5 раз. Тут мы в этом месте делали прибавки, а теперь мы должны петли наоборот сократить. Значит, сейчас я провяжу 2 ряда оранжевой нитью туда-назад, а потом мы сделаем убавки. Провязала 2 ряда оранжевой нитью, и сейчас я буду делать 5 убавок. Кромочную снимаю, провязываю лицевую петлю. Затем я делаю убавку. Я беру 2 петли эти, провязываю 2 вместе.
Здесь ниточку я хорошо подтягиваю. Не было тут протяжек никаких, чтобы красиво было. Затем я вяжу просто лицевую петлю. Затем 2 вместе. Подтянула хорошенько. Затем снова 1 лицевая петля. И 2 вместе. Сделали 3 убавки. 1 лицевая петля. 4-я убавка. 1 лицевая петля. И делаю 5-ю убавку. Все. 5 убавок мы сделали. Вяжу я теперь до конца ряда все петли без изменений лицевыми. Разворачиваюсь и довязываю до начала. Провязала, вернулась назад. И теперь мы будем вязать в зеркальном отображении. Мы будем вязать снова 4 треугольника. Между ними делать по 5 убавок. Сейчас я буду провязывать первый треугольничек. Но здесь мы будем вязать наоборот. Там мы начинали вязать с 14 петель. И по 2 в каждом ряду мы делали сдвиг. А теперь я наоборот начинаю вязать с 4 петель. 3, 4. Кромочная и плюс 4 петли. Провязала, развернулась. Делаю петлю разворота. Провязала эти петли назад. В этом ряду мы должны провязать 6 петель. 1, 2, 3. А теперь я провязываю крестик. Это 4-я петля. Провязали крестик и еще 2 петли. 5-ю и 6-ю. Здесь то же самое. Можно считать петли, то есть 6, 8, 10, 12, 14. Либо не считать, можно провязать крестик и плюс 2 петли. И потом развернуться. То же самое вяжем такой же треугольничек, только он у нас в зеркальном отображении. Идем мы наоборот, на увеличение. Развернулись. Сделали петлю разворота. Вяжу 2, 3, 4, 5. Крестик провязываю. Он у нас 6-й. И еще 2 петли. 7-я, 8-я. И развернулись. Сделали петлю разворота. Вяжу назад. Петли довязала, развернулась. Вот здесь, смотрите, у меня идет 3 барашка уже. 1, 2, 3. Значит, это в рядах половина нашего треугольника. Здесь я перекрещиваю нити. По изнаночной стороне перекрещиваем нити. И снова вяжу черной нитью. Еще нам нужно провязать 3 барашка. 3 мы связали, еще 3 нужно. Я провязываю крестик и еще 2 петли. И разворачиваюсь. Сделала петлю разворота, иду назад. Развернулась. Это я провязываю 5-й барашек. Значит, здесь я провязываю 12 петель. Провязываю крестик и 2 петли. Разворачиваюсь. Сделали петлю разворота, иду назад.
И последний раз. Провязываю 14 петель. «12» крестик наш, 13, 14. И развернулись. И довязываю уже до начала нашего вязания. Таким образом мы связали с вами первый треугольничек черный. Мы находимся, если в зеркальном отображении, вот в этом месте. Теперь я вяжу такой же элемент, как мы здесь провязывали. 2 ряда я провязываю оранжевой нитью. Затем я делаю 5 убавок, как здесь мы делали то же самое. Сделали 5 убавок, провязали ряд и вернулись назад. То есть провязываем оранжевой нитью 4 ряда. И так мы будем продолжать провязывать раппорты эти. То же самое, как мы здесь вязали, только треугольники мы делаем в другую сторону, на увеличение петель. И делаем мы здесь мы делали прибавки, а здесь мы делаем убавки. Вяжем эту часть симметрично. И затем мы провязываем полосочки просто. Ну, я уже не буду показывать, мне кажется, здесь все элементарно. А потом мы с вами встретимся и будем уже провязывать подошву. Все, провязываем эту часть уже самостоятельно. Вот я провязала в зеркальном отображении эту часть, что у меня получается на данном этапе. Здесь, смотрите, будьте внимательны, где мы делаем убавки и прибавки. Вначале мы делали после первого листа, после второго, после третьего, после четвертого. То есть здесь мы не делали прибавок. И то же самое, как мы вяжем в обратную сторону. Первые убавки мы делаем перед первым листом, потом перед вторым, перед третьим, перед четвертым. Здесь мы уже не делаем убавки. Смотрите, не ошибитесь, чтобы у вас получилось такое же количество петель, как и было. Всего у нас было 50 петель, и после четвертого листа мы уже должны выйти на это количество петель, которое у нас было изначально, 50 петель. И затем я провязала 3 ряда оранжевой нитью. Если замерить размеры этой части, у меня получается здесь 32 сантиметра в самой длинной части, вот 32, а здесь высоту 24 сантиметра. Сейчас мы будем сшивать начало с концом. Для этого я сниму бросовую нить и наберу петли. Я подхватываю правые стенки петель. Сначала я набираю петли, а затем я убираю бросовую нить. Все, что касается бросовой нити, у меня есть хорошее видео, подробно обучающее. Так что рекомендую посмотреть то видео. Петли я нанизала, и затем я убираю бросовую нить. Здесь я узелок уже распутала. Тяну за ниточку, эта бросовая нить снимается. Видите? Затем я нить отмеряю 4 расстояния от того отрезка, что мы должны закрыть. Беру иголку для сшивания. Подробно, как закрыть трикотажным швом платочную вязку, у меня есть отдельное видео. Я вам тоже оставлю ссылки для перехода. Начинаю прошивать. Сначала фиксирую верхнюю кромочную. Затем я вставляю спицу в нижнюю петлю по направлению от себя. Петлю эту снимаю. Вторую петлю я ввожу иглу по направлению к себе. Затягиваем. Верхнюю петлю, первую я вставляю от себя. Петлю эту сбрасываю. Вторую петлю ввожу иглу по направлению к себе. Затягиваю. И низ. Первую от себя сбросила, вторую петлю к себе. Вверх от себя сбросила, вторую петлю к себе. Низ от себя, петлю сбросила, вторую петлю к себе. Вверх от себя сбросила, вторую петлю к себе. И такими движениями я уже прошиваю до конца.
все петли. Вот я сшила шов. Вот здесь он у меня находится. И теперь что я делаю? Мы будем набирать петли по всему кругу на эти же спицы круговые. Но начнем набирать. Вот эта оранжевая полоска у меня центр. А вязать подошвы мы будем начинать с 6 центральных петель. 2 петли у меня идут оранжевые и по 2 петли черных с обеих краев. Я беру вот уже спицу. Ну, здесь можно тоньше брать, кому как удобно. Начинаю я с черной полоски. На черном здесь плохо видно. Сейчас я нанизаю 2 черных. На цвете оранжевом вам покажу. Вот, смотрите, идет платочная вязка. У нас есть такие дужки. Вот слева идет, справа. Слева и вот справа, которую дужку я беру и нанизываю на спицу. Вот, вторую оранжевую. То есть с каждого рубчика мы подхватываем, нанизываем одну петлю. Здесь черная, вот она. Вторая черная. Вот оранжевая. Вот эта дужка. Вот, нанизываю так петли. Здесь у меня 6 барашков, значит, я должна поднять 6 петель. Здесь оранжевые 2. Вот, набираю я так до самого конца, пока я не дойду до этого места. Вот, набрала я все петли по окружности. Здесь, смотрите, как я делаю. Я нахожу центр самый, где у меня 4 петли, вот было центральных. 2 в одну сторону, 2 в другую сторону. И здесь я леску достаю таким образом, чтобы у меня здесь была спица, кончик, а вторая спица была здесь, вот так. То есть я разделила петли пополам. И сейчас мы будем вязать подошву. Покажу вам на этом носке. Мы начинаем вязать с 6 петель. Вот у нас центральная оранжевая и плюс 2 дорожки. 6 петель. А потом мы в каждом ряду будем с обеих краев прибавлять по одной петле. У нас было 6, потом у нас будет 8, и потом мы еще раз прибавим, получится 10 петель. И вот 10 петель мы будем вязать ровно. То есть мы будем провязывать со спицы 10 петель и захватывать одну петлю, которая у нас мы набрали с этой спицы. И их провязывать 2 вместе. Здесь 2 вместе, здесь 2 вместе. Таким образом у нас будет ровно идти полотно. Вот такая тонкая будет, где пятка, подошва. А затем, видите, у меня тут идет расширение. Мы довяжем до того момента, когда у нас закончится вот первый треугольник. После первого треугольника в этом месте мы сделаем 2 прибавки. У нас будет 12 петель. А затем, когда мы еще провяжем один треугольничек в этом месте, мы еще прибавим по 2 петли. И в конечном итоге, вот тут, в самой широкой части, у меня будет 14 петель. То есть пятка 10 петель, а потом 14 петель. И в конце закроем петли. Получится такая подошва у нас тигриная. Я беру спицы в работу, чулочные. Они у меня меньше. То есть основной носок я вязала на спицах номер 4, а здесь я взяла спицы номер 3,5. Но можно вязать тоже номер 4. И вот за правую стенку, которая к нам ближе, я провязываю 6 петель. Лицевыми петлями. Это у нас тоже будет подошва платочная вязка. 3, 4, 5, 6. Мы закончили на черной полосочке. Затем я разворачиваю вязание. Первую петлю кромочную я снимаю, я ее не провязываю.
вяжу 5 петель, которые у нас на спице. Здесь я подтягиваю ниточку. И теперь я провязываю одну петлю со спицы, с круговых спиц, которая. Вот. Одну петлю провязали. Вязание разворачиваем. В которую мы добавили петлю, я ее снимаю просто кромочной. Вяжу в эту сторону. Провязываю все петли со спицы. И еще одну петлю со спицы круговой. Еще одну петлю прибавили. Разворачиваемся. И мы должны дойти до того количества, когда у нас будет 10 петель. Первую кромочную снимаю. Снова провязываю все эти петли. И одну петлю провязываю за правую стенку с круговых спиц. Так, развернулись. Вот, смотрите, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это значит, что мы сейчас должны еще один раз добавить петлю. Так, эту я кромочную снимаю. Добавляю петлю с круговых спиц. Вот, мы сделали 10 петель здесь. То есть мы еще оранжевые полоски включили в работу. Эту кромочную я снимаю. Провязываю эти все петли до конца. И мы уже не будем прибавлять петли, чтобы у нас ровное количество петель было 10, без расширения. Мы должны будем сейчас одну петлю убавлять каждый раз. Десять петель провязала. Добавляю одну петлю с круговой спицы. Разворачиваю вязание. И вот мы сейчас должны одну петлю убавить. Смотрите, как я делаю. Кромочную я снимаю, которую мы пересняли с этой спицы. Затем вот эту петлю я провязываю. И кромочную я беру, подхватываю левой спицей и набрасываю на только что провязанную петлю. Таким образом. Мы сделали одну убавку. И такие маневры мы будем делать каждый раз, в каждом ряду. Здесь сложно ошибиться, все провязываться очень просто. Вот мы довязываем все петли с этой спицы. Затем я провязываю одну петлю с круговых спиц. Провязала, разворачиваюсь. Здесь то же самое делаю, как и в лицевом ряду, как и в изнаночном, они у нас одинаковые. Кромочную я снимаю, затем я провязываю петлю лицевой, и эту кромочную я набрасываю на эту петлю, только что провязанную. Таким образом. И вяжу дальше. То есть таким образом у нас всегда будет 10 петель. Можете даже контролировать себя, через какое-то время пересчитывать эти петли. И таким образом мы будем вязать, пока мы не провяжем треугольник и не дойдем до оранжевой полоски. И в этом месте мы прибавим 2 петли. Провязываем вот эти петли все самостоятельно. Вяжу подошву. И дошла я до конца черного треугольника. Вот оранжевая полоска у меня идет. Значит, здесь я делаю прибавку. Когда я провязывала изнаночный ряд, я, как обычно, подняла петлю с круговых спиц. И здесь
эту кромочную я снимаю, как в начале подошвы мы делали, и вяжу все петли. То есть я эту кромочную на петлю не набрасываю. Таким образом мы убавку не делаем, и количество петель у нас прибавится. Я сделала одну прибавку. И с этого края я провязываю петлю с курковой спицы. И мы сейчас ее убавлять не будем. И у нас таким образом прибавится количество петель. Кромочную я просто переснимаю и вяжу петли до конца. И у нас получится не 10 петель, а 12. Дальше мы будем снова провязывать, также петли сокращать, чтобы у нас количество петель не менялось, было 12. Провязываю петлю со спицы. И чтобы у нас количество петель не менялось, так и было 12, нам нужно эту петлю снова убавить. Здесь то же самое делаю, то есть провязываю петлю и кромочную на нее принабрасываю. Вяжу дальше. Все, таким образом мы прибавили 2 петли, у нас получилось 12. И такую же прибавку я сделаю, когда дойду до оранжевой полоски следующей. У меня тогда будет 14 петель на подошве. И потом я уже довяжу, покажу, как я буду сокращать петли на мыске. Довязываю подошву. В общем, как я и планировала, я в этом месте после второго треугольника сделала еще 2 прибавки. То есть количество петель у меня получилось 14. И вот я провязала эту часть подошвы на 14 петлях. Если посмотреть мысок, то я дошла до тоненькой полосочки. Здесь получилось 8 петель, а на этой спице пока еще 9 петель получилось. Сейчас я буду провязывать, и эту петлю я тоже захвачу. Начиная с этого места я буду делать убавление для мыска. Я буду сокращать не одну петлю, как мы всегда сокращали, а 2, чтобы было сокращение. И вот как я делаю эти убавки. Первую кромочную я снимаю, как мы всегда снимали. А теперь я провязываю 2 вместе. Вот беру эти 2 петли. Вот, провязала я 2 вместе. И затем кромочную петлю накидываю на эти только что провязанные. Таким образом я сделала убавку. Вяжу ряд до конца. В начале следующего ряда мы сделаем снова убавку. Провязываю петлю с дополнительной спицы. Разворачиваю вязание. И здесь мы делаем снова 2 убавки. Кромочную снимаю. Провязываю 2 вместе. И кромочную петлю набрасываю на это только что 2 вместе провязанных. Снова вяжу до конца ряда. Сделала 2 убавки, у меня таким образом получилось 12 петель на спице подошвы. Теперь что я делаю? В следующем ряду я не буду делать дополнительные убавки. 2 ряда. Провязываем как обычно. То есть первую кромочную снимаю, и потом я ее перенабрасываю. То есть дополнительных убавок я не делаю в этом ряду и в следующем. Дополнительные убавки мы будем делать через ряд, чтобы у нас подошва более плавно закруглялась. Вот, я провязываю до конца. Затем я провязываю петлю с дополнительной спицы. Провязываю изнаночный ряд. Здесь я только кромочную накидываю. То есть у нас сейчас так и останется 12 петель без изменений. 2 ряда мы вяжем с убавками, и 2 ряда мы вяжем без дополнительных убавок. Таким образом, за 4 ряда мы сокращаем 2 петли.
Теперь я 2 ряда вяжу с дополнительными убавками. Первую кромочную снимаю, теперь я делаю 2 вместе. И петлю кромочную набрасываю. И так я повторю таких раппортов 3 раза. То есть 4 ряда у нас раппорт идет, 2 ряда с убавками, 2 ряда просто вяжем, как обычно, без убавок. У нас на спице, вот этой, где подошва, у меня должно остаться 8 петель. Все, провязываем в таком ритме. И вот я сократила петли, у меня получилось здесь 8 петель. И с этой спицы вот я соединила тоже петли, получилось тоже 8. И сейчас я эти концы сошью. Вот у меня нить снизу. Я подхватываю верхнюю дужку. Иглой вхожу в нее, в эту петлю, вот справа налево. Таким образом прошила. А здесь я нижнюю часть прошью трикотажным швом. В первую петлю вставляю иголку по направлению от себя, во вторую петлю по направлению к себе. Низ я буду трикотажным швом сшивать, а верх я буду просто подхватывать. Эту петлю мы в прошлый раз сшили уже, вот она нить. А теперь я сшиваю вторую петлю. Можно ее сразу сбрасывать. Низ прошиваю от себя, петлю сбрасываю, вторую петлю к себе. А верх я просто прохожу справа налево, сбрасываю. Низ от себя сбросила вторую петлю к себе. Вверх прохожу просто справа налево, сразу сбрасываю петлю. Низ от себя сбросила, вторая петля к себе. Вверх вхожу справа налево, петлю сбрасываю. Низ от себя сбросила, вторую петлю к себе. Здесь я просто вхожу, от себя сбросила к себе низ, вверх просто нанизала, делала такой стежок. Последний низ, от себя сбросила к себе, вверх сбросила и вниз вдела последний стежок от себя. Вот мы сшили, затем я нить эту спрячу снизу. Вот у нас получилась такая подошва, такой мысок. Теперь эти носочки у меня пойдут проходить влажно-тепловую обработку, но я их не буду стирать, я им сделаю ВТО ленивым способом. Как я провожу ленивый способ ВТО, можете посмотреть отдельное видео про влажно-тепловую обработку. Все, буду рада, если мои носочки вам понравятся, тигриные. Хорошего вам настроения кошачьего и всем пока, до новых встреч! Вязали мы на спицах номер 4 сантиметра. Чуть-чуть еще надо снять. Подожди. Мы с Шеффилдом взяли 2 цвета, черный и рыжий. Но здесь можно использовать... Это турецкая полушерсть. Здесь 49%. Ну, лежи. Лежи. Метров, но мы с котом вяжем в 3 нити. И эту пряжу можно заменить и классик обычный. Посиди, почему ты не можешь? Все, телефон поломался. Все соскочило, шеф. И второй цвет такой горчично-рыжий.
Это номер... Какой номер, шеф? Такую шапку мы вязали с котом, да, да, шеф. Посиди, вот. Сейчас, подожди. Вот как они смотрятся с задней стороны. Место. Вяжем полоски. Шеф, ну что ты бычишь? Шеф, не быкуй. Все, хватит. Хватит, ложись. Чуть-чуть снимем и потом опять. Да? Сейчас чуть-чуть. И вкусняшку тебе, да. И мы с Шеффилдом набрали на бросовую нить. Молодец, сиди. И мы с Шеффилдом набрали с помощью бросовой нити. Как набрать петли на бросовую нить, у нас есть отдельное видео, можете посмотреть. Я вам оставлю ссылки для перехода. Здесь я развернусь и вернусь назад.